я спрошу учителя Hyakuten Inamoto, что он нам порекомендует в каждодневной практике и почему это так важно для практиков рейки каждый день соблюдать принципы рейки. Dear Hyakuten Inamoto, can you explain to us about Reiki Principles, maybe Komyo Reiki Principles, why it is important for Reiki practitioners to use them every day, to be aware of them every day? Okay. Since ReikiDo is a spiritual practice, Так как Рейки Рёха это духовная практика, we need to practice any spiritual training or practices. поэтому мы должны практиковать духовные практики. And there are many spiritual practices. И если вы знаете, существует огромное количество духовных методик и практик. Meditation practice could be one of them. Одна из них может быть медитационная практика, медитация. Yoga practice. Это может быть йога-практика. But for Reiki practitioner, Но для практиков рейки number one spiritual practice is номер один духовная практика – это daily practice of so-called Reiki Principle or Gokai. каждодневная практика так называемых принципов рейки Гокай, Created by the founder Usui Mikao Sensei. которые были созданы основателем рейки Рёха Микао Суи. Okay? Which say Kyo dake wa in English today only. Кё дакива переводится как «только сегодня». Ikaruna, do not anger. И каруна, не будь злым, не злись. Shinpai suna, do not worry. Шинпай суна означает «не беспокойся». Kansha shite with thankfulness. Канчаште означает «с благодарностью». Gyo o hageme, work diligently. Гё хагеме означает «работай прилежно, старательно». Hito ni shinsetsu ni, be kind to others. Что ни синсетсуни, будь добр ко всему окружающему. So one more time, Kyo dake wa today only. Кё дакива только сегодня. Ikaruna, do not anger. И каруна, не злись. Shinpai suna, do not worry. Шинпай суна, не беспокойся. Kansha shite with thankfulness. Канчаште с благодарностью. Gyo hageme, work diligently. Гё хагеме, работай старательно, прилежно. Hito ni shinsetsu ni, be kind to others. Что ни синсетсуни, будь добр ко всему окружающему. So to practice Reiki principle, even some of them, okay, in our daily life, it's our spiritual practice. И для практиков рейки мы практикуем эти принципы, так как это является нашей духовной каждодневной практикой. The first one, Kyo dake wa today only. И первый принцип рейки Кёда Кива только сегодня Means be in the present. обозначает находись в настоящем моменте, будь в настоящем моменте. Or in the here now. Здесь и сейчас. Okay? Never mind yesterday. Никогда не думай о прошлом, Never mind tomorrow. думай о будущем. Always be in the present. Всегда пребывай в этом моменте, в настоящем моменте. Usually we cannot do that. Обычно мы не можем это сделать. We find it so difficult Мы находим это таким сложным. to be in the here every day. Быть здесь и сейчас, в этом моменте, здесь. So we tend to look back, Мы обычно смотрим назад, or we tend to look ahead, или мы смотрим куда-то вдаль, вперед, forgetting about the present here now. забывая о моменте, который происходит здесь и сейчас, забывая о настоящем моменте. So only on a first principle, Kyo dake wa
только первый принцип, кёда кива, we stay in the present обозначает, что мы находимся здесь, в настоящем, every day, каждый день. or we try to be in the present every day. Или мы хотя бы стараемся быть в этом моменте, в настоящем моменте. It's spiritual practice. Это наша духовная практика. Not easy. Не такая уж она и легкая. So, again, as a Reiki practitioner, the practice, daily practice of Reiki Principle, number one spiritual practice. Поэтому для практиков рейки, принципы рейки – это номер один духовная практика. Then in Komyo Reikikai, or Komyo Reiki system, А теперь я вас познакомлю с Комио Рейки системой. we have, the Komyo Reikikai Motto. У нас есть Комио Рейки Кай девиз, Which reads, go placidly in the midst of praise or blame. которая обозначает «иди посреди хвалы и обвинения». Once again, go placidly, or you can say, go peacefully in the midst of praise or blame. И также вы можете сказать, что «иди умиротворенно в центр хвалы и обвинения», посреди хвалы и обвинения. Praise or blame means Что обозначает хвала или обвинение? the world of duality. Это мир двойственности, дуальности. So you can say, go placidly in the midst of success or failure, or you can say, go placidly in the midst of success, failure, gain or loss. То есть продолжай идти в центр успеха или поражения. Okay. And simply put, this is the teaching of non-attachment. Мы можем сказать, что такое состояние называется мы не хватаемся сильно за то, что у нас есть. Okay. But usually we get attached to this, that, and that, this. Но обычно в нашей жизни мы всегда за что-то хватаемся. We get attached to this, good, or that, bad. Good or bad, we get attached. Нет, что бы с нами ни происходило, плохое или хорошее, мы всегда за это цепляемся. Then, from attachment arises suffering. И когда мы за что-то цепляемся, за что-то хватаемся, тогда в этом случае к нам приходит разочарование. So, because of the attachment, Потому что мы хватаемся, цепляемся за это, we suffer. мы страдаем от этого. We have a lot of pains У нас становится порой очень много in our боли daily life. в нашей каждодневной жизни. Okay? So, as long as we get attached to this good, that bad, И пока мы цепляемся за что-то хорошее или за что-то плохое, even good thing, if we get attached to, даже все хорошие вещи, если мы будем за них хвататься или цепляться, we suffer. мы все равно будем страдать от этого. Okay? So, if you don't want to have a pain, lot of pain, Поэтому, если вы не хотите иметь боль, or if you do not want to suffer, если вы действительно не хотите страдать, you do opposite of attachment. тогда вы делаете абсолютно противоположное от этого хватания. So the opposite of attachment is letting go. Give. Это означает, что то, за что мы хватаемся, цепляемся, мы просто как бы отдаем это. Мы позволяем этому уйти. Okay? So letting go
sharing, giving, Когда, then we only have a, joy or happiness. и таким образом, когда мы отдаем, когда мы разделяем, когда мы просто позволяем этому уйти, мы получаем от этого удовольствие, мы радуемся. So we as a Reiki practitioner, must remind us all the time Поэтому, как практики рейки, мы должны напоминать себе каждый день, that this simple Reiki hands-on healing practice что вот это на самом деле очень простая практика исцеления, когда мы кладем свои руки, is a spiritual practice. это наша духовная практика. One more thing, Reiki Ryoho is not, something about healing health problem. И я хочу вам сказать, что рейки рёха это не практика, которая исцеляет заболевания. Or not only to, heal physical problem, То есть это не означает, что мы исцеляем только физические or, заболевания, diseases, какие-то заболевания. It is about spiritual practice, means it is about the art of spiritual growth and development. На самом деле это является практикой духовного роста, духовного развития. So hands-on healing practice is very easy. Anybody can do this. Каждый из нас может сделать эту практику исцеления, поклав свои руки. But we find it so deep or profound А на самом деле это настолько глубокая практика, because in the way, when we do this, it is already spiritual practice. потому что когда даже вот мы делаем так, это уже наша духовная практика. Why practice? Spiritual practice, because we do nothing in the way of healing. И почему это называется духовной практикой? Потому что мы ничего не делаем. We are only Reiki channel or Reiki conduit. Мы в этот момент становимся рейки-каналом, рейки-проводником. So, if you want to be a clear, clean Reiki channel, Поэтому, если вы хотите быть чистым каналом рейки, okay, we have to put our ego aside, поэтому мы должны свое эго оставить в стороне. or we have to make our ego smaller and smaller and smaller. Или мы должны свое эго делать потихоньку меньше, меньше и меньше. That's a difficult task. И это очень, на самом деле, очень тяжело Because сделать. usually we have a full of ego. Потому что каждый из нас, в нас большое эго. I, my. Мы всегда говорим я, мое. Okay? So, to make our ego smaller and smaller, Поэтому для того, чтобы сделать наше эго все меньше и меньше, we need any kind of spiritual training. нам просто необходима духовная тренировка, духовная практика, дисциплина. Otherwise, our ego becomes bigger and bigger. Иначе говоря, наше эго будет только расти и расти. That means, as a Reiki channel or conduit, our channel become defiled, polluted. В этом случае, как у канала рейки, наш вот этот вот канал будет становиться более уже и загрязненней. So, again, this simple practice of Reiki hands-on healing, require spiritual practices. Поэтому практика рейки, она предполагает в себе духовную практику. So again, it is very simple, easy to learn, Это очень легко, каждый может этому научиться. very simple to use, Очень легко это применять. but it is very difficult
spiritual path. Но на самом деле это сложный духовный путь. ここだけは怒るな、心配すな、感謝して行を励め、人に親切。